Саламат Датан молодые, за моей спиной Малайзия. Что вы вообще знаете про эту страну? Петронас или какие-нибудь другие небоскребы, что-нибудь еще про Куала-Лумпур? Мы тоже так думали, пока не оказались здесь. А как насчет города-призрака, острова в стиле путевка «Все включено» или уличной еды, которая затмила Таиланд? Сейчас будет история про одну из самых странных, недооцененных и противоречивых стран Юго-Восточной Азии. Мы пожили в 4 разных городах, чтобы узнать, как одна страна может быть такой чертовски разной. Готовы? Тогда присоединяйтесь к нашему путешествию, и в течение следующих 15 минут мы попробуем ответить, почему в мусульманской стране празднуют китайский Новый год и индийский Дивали наравне с Рамаданом? Что не так с отелями в центре Куала-Лумпура? Может ли город быть и скрытой жемчужиной, и почти мертвым? Что едят манкийские летучие мыши? Почему в городе из списка ЮНЕСКО можно увидеть граффити прямо на памятниках? Как в мусульманской стране может быть самый дешевый алкоголь за всю нашу кругосветку? И почему тут нельзя строить здания выше пальмы? Вы на канале Ворона и Банана. Погнали! For all a banana, a banana. Начнем с главного. Малайзия — это не про одну нацию. Если Куала-Лумпур — это мегаполис, который можно сравнить с Нью-Йорком, где собраны люди со всего мира, и тут смешанием десятков этносов не удивляешься, то уезжая от столицы, все немножечко иначе. Например, на севере страны ты попадаешь в китайский анклав, и города уже становятся больше похожи на Гонконг. В другой же части страны ты почувствуешь, как сильно здесь доминируют мусульмане. Но самый прикольный момент — это как три эти нации — малайцы, китайцы и индусы — сливаются в одно целое и образуют очень странный микс. Это микс не про еду или про одежду. Они создали такое слегка странное общество, даже абсурдное, я бы сказал. Сейчас объясню. В 60-х годах, когда Малайзия только начинала обретать свою независимость, правительство сделало такой ход конем. Они не стали смешивать всех в одно, как обычно делают в таких ситуациях. Они дали каждой группе свое пространство. Малайцы получили власть, китайцы — бизнес. Индусов же просто запихнули в свои собственные районы. Все это скрепили жесткими указами и сказали: живите как хотите, но в мире и вместе. Так и получилось, что в Малайзии официально отмечают и китайский Новый год, и индийский Дивали, и Рамадан. И празднуют абсолютно все, забывая про религию. То есть китайский бизнесмен без проблем будет поститься вместе с малайскими соседями, индус пожарит сладости для китайцев на их Новый год. Из-за этого кажется, что в Малайзии праздники, ну просто каждый месяц. Нам и в Беларуси такой график, да? Дальше больше. Знаете, кто следит за всем этим балансом? Я имею в виду за тем, чтобы не наступило какой-то борьбы между этими тремя культурами. Сейчас медленно, чтобы была понятна абсурдность. Король, которого выбирают раз в 5 лет из 9 султанов. Все это работает уже 70 лет, поэтому в ближайшее время, я так понимаю, ничего менять и не собираются. Ну ладно, хватит уже истории и политического устройства Малайзии. Давайте начинать, наконец, наше путешествие. Сконцентрируемся на Куала-Лумпуре и будем держать в голове, что страна считается мусульманской, ну, как минимум столица. Куала-Лумпур — столица, которая хочет быть всем и сразу. И Дубаем с небоскребами, и Бангкоком с уличной едой за 3 копейки. Здесь ты можешь снять квартиру в центре за 300 баксов в месяц. Это дешевле, чем в Минске. И это квартира в кондо, с басиком и залом. Или ты можешь тут поесть лаксу за $1. Но есть и темная сторона. Замечали отели без окон с табличками «No» Illegal Activity? Куала-Лумпур — это еще и про секс-туризм, который прячется за мусульманскими законами. Номер в отеле может стоить около $10. За эти деньги можно купить кофе с сэндвичем Starbucks, либо получить ночь, о которой лучше не вспоминать. И вот парадокс. Как в стране с мусульманскими законами, где за наркотики полагается смертная казнь, может быть такое? Ответ — глобализация. Туристы привозят деньги, а деньги любят тишину. На Куала-Лумпуре предлагаю не останавливаться. Вы можете найти полный выпуск про этот город на нашем канале. Поэтому из шумной столицы мы едем дальше, в эпоху. И здесь абсурд, конечно, продолжается. Город, который все travel-блогеры называют скрытой жемчужиной Юго-Восточной Азии. Ну, так ли это? Ну, эпоха — это очень странное место. В теории у города есть все, чтобы быть той самой скрытой жемчужиной. Старинные улочки, горы с пещерами, храмы в скалах и даже уличная еда, которую называют лучшей в Малайзии. Но приезжаешь — и никого.
Пустые кафе, яркие зазывающие таблички, голуби вместо туристов. Ипох нынче это город-призрак, который застыл во времени. До ковида сюда как бы ездили туристы, правда только китайские. Потом бац, пандемия, и город опустел. Мы там были под конец Рамадана, и поэтому решили, что ситуация вызвана именно праздником. Но вот он подходил к концу, а ситуация совершенно не спешила меняться. Местные заведения держатся на плаву. Кто-то подъедет с семьей из столицы или еще какого-нибудь близлежащего города. Но в целом есть ощущение, что все люди в городе только едят, так что сегодня это город-красавец. Город-красавец, в котором можно вкусно покушать и погулять, но в одиночестве. Город, конечно, безумно атмосферный, но задерживаться тут я не рекомендую. Все же заскочите на денек-другой, если будете проезжать мимо. Тот самый настоящий Китай. Но явно ненадолго. И следующий наш пункт — это остров Джорджтаун. Островом это, конечно, сложно назвать, потому что с континентальной частью его соединяет мост. Однако, раз к Пхукету можно, то почему бы и здесь нет? Ну, здравствуй, Джорджтаун, старейший город Малайзии и место с самой дорогой недвижимостью страны. Да, тут как бы все старье, но элитное. Несмотря на возраст, Джорджтаун не превратился в музей. Он просто превратил себя в искусство. Здесь не реставрируют фасады, и здесь их расписывают. Все началось в 2012 году, когда правительство Малайзии наняло литовского художника Эрнест Захаревич расписать пару стен. Тогда еще никто не знал, что это так понравится туристам, что станет визитной карточкой города. Теперь это часть ЮНЕСКО наследия. Если честно, мы не особо впечатлились. Не потому что плохо, просто тут есть места и покруче. Например, плавучая деревня Чурчетти. Плавучая деревня, где дома стоят на сваях, а жить можно только если ты из правильного клана. Не совсем понятно, да? Раньше это были трущобы для бедняков, а сейчас дома по миллиону. И начать жить тут не так просто. Хочешь жить тут? Будь частью клана. Фамилия Мин? Добро пожаловать в дом семьи Мин. Фамилия не та? Извините. Next. Но Джорджтаун — это не только про красивые и странные постройки. Это еще и про еду. Такая гастрономическая столица номер 2 в стране. Если в эпохе вкусно и пусто, то в Джорджтауне вкусно и с очередью. Особенно за пинанг Асам Лакса, местной фирменной лапшой с рыбным бульоном и тамариндом. Мы ели ее у бабушек, которых отметил гид Мишлен. Я вообще не фанат супов, но все дни проживания я заказывала именно лаксу. Поверьте, это блюдо, после которого можно влюбиться в малайскую кухню навсегда. Вернемся к городу. Он весь в колониальной застройке. И это не крошечный исторический район, а реально большая часть города. Гуляешь, и тут тебе храм, там мечеть, за углом китайская пагода. Никаких туристических маршрутов строить не надо. Все рядом. Можно долго просто гулять по улочкам и любоваться. А если посетите индуистский храм и поднимете голову, то вместо расписного потолка вас встретят летучие мыши. А в храмах, конечно, часто ставят еду как подношение духом. Вот и получается такой шведский стол для летучих мышей. А для некоторых это даже круто. Типа духи приняли. В целом Джорджтаун — это микс еды, истории и уличного вайба. В целом город нам очень понравился. Хоть и один из самых дорогих в стране. Но дорогой тут, конечно, условно. Если в эпохе можно поесть на $1,5, то тут на 2. Наш стандартный бюджет на жилье — 10-15 долларов. Тут чуть сложнее уложиться. Выбор меньше, условия попроще. Не критично, но почувствовалось. Стоит ли лететь сюда специально ради отдыха? Скорее нет. Но вот если едете с Куала-Лумпура на север, то заскочить на пару дней можно. И финал нашего путешествия. Алкоголь, пальмы и орлы. Летим на Ланкаве. Ну, точнее, не летим, а снова едем. Та же самая электричка, такси, паром. Но в этот раз будьте внимательнее. Самый последний паром может отправляться в некоторые дни буквально в 3 часа дня. Мы успели буквально в последнюю секунду, хотя уже искали жилье где-нибудь вблизи перед поездкой на остров, так что проверьте расписание. Итак, Ланкави. Это уже не город, это целый архипелаг. Острова, море, джунгли и ветер, в котором пахнет отдыхом, и алкоголем. Причем неожиданно дешевым. Это зона свободной торговли, duty free. Но не тот ужас, который последние годы в аэропорте, а настоящий. Алкоголь здесь стоит дешевле, чем почти в любой стране, ну, пожалуй, кроме Беларуси.
Еще раз, в мусульманской стране можно купить 0,5 пива где-то за 75 центов. Представляете себе такое в Дубае? Другая проблема в том, что с нутеллой и таблероном ситуация приблизительно такая же. Все это очень дешево. Ну, короче говоря, жадность, и пришлось набрать пару лишних килограммов. Но не думайте, что этот остров только про алко. Это скорее приятный побочный бонус. На самом деле Ланкави — это как бы почти тот самый пальмовый рай, который вам продают в турагентствах на картинках. Главный остров окружен десятками маленьких, и вся жизнь этого главного острова как бы растянута по периметру. Побережье, бухты, пляжи. А в центре зеленые холмы, водопады и деревья из кино про Тарзана. Теперь вернемся к вопросу из начала видео. Почему здесь нельзя строить здания выше пальмы? Ну, это был действительно реальный закон. Закон, ограничивающий высоту постройки на острове Ланкави. Речь шла приблизительно о трехэтажной застройке вдоль пляжа. Знаете, они не хотели повторять ошибки, с которыми столкнулся Пхукет в свое время. То есть как бы Малайзия туристов зовет таким образом и сохраняет тот самый тропический вайб. Но как-то время шло, и деньги по итогу немножечко отменили этот закон. Так что на сегодняшний день ситуация обстоит иначе. На Лонкале мы пожили в районе Пинанг-Чанай. Это главный пляж такой тусовочный. Много кафе, магазины, атмосфера постоянного вот этого еще одну бутылочку. Но если отъехать чуть в сторону, начинается настоящая тропическая Малайзия. Спокойная, зеленая, иногда даже дикая. Здесь мы влюбились в лангуров, таких обезьян с глазами, как у кота из Шрека. Когда Вероника их увидела, она не знала, как они называются, и сказала: Это лопатки эти. в целом подходит. Есть на острове знаменитый мост Sky Bridge, висящий мост на вершине горы. Добираешься туда на фуникулере, можно даже пешком, но это занимает около 3 часов. А сверху открывается вид на весь остров. В хорошую погоду виден даже Таиланд. Остров нам очень понравился тем, что здесь все без пафоса. Он живой, настоящий, без этого инстаграмного грима. Можно пообедать в уличной забегаловке за $50. Серьезно. Потом проехаться на байке до пляжа, где никого нет. Говорят, почти здесь никто не купается из-за медуз или еще кого-то. Но лично нам за все дни отдыха так никто и не встретился. Такой вот райский остров. Просто ты, море, пиво и 2 лангура на деревьях. Ланкави — место, где все складывается в правильную картинку. Дешево, красиво и расслабленно. Но в отличие от вьетнамского Фукуока, тут не забыли и про Макдональдс, Starbucks, Subway и прочие прелести цивилизации. Так что же такое Малайзия? Это страна, где ты можешь начать день в небоскребе, а закончить его в джунглях. Это страна, где китаец, индус и малаец будут за одним столом праздновать один и тот же праздник. Это страна, где ты сможешь во время Рамадана купить бутылочку пива почти по цене бутылочки Кока-Колы. Мы проехали 4 разных города, и каждый раз спрашивали себя, где мы вообще находимся. Знаете что? Малайзия не дала нам ответ на этот вопрос. Она просто показала еще раз, что мир не делится на черное и белое. Наш мир гораздо интереснее. Наш мир интересен тем, что в нем есть невероятные контрасты. А Малайзия невероятна тем, что все эти контрасты умещены внутри одной небольшой страны. Если готовы к такому же путешествию, пакуйте чемодан. А если хотите продолжить путешествовать вместе с нами по разным городам и странам, тогда, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выход следующего видео. Также мы просим вас поставить лайк и написать в комментариях, как вам вообще. Следующая у нас страна по карте Таиланд. Туда и направляемся. Спасибо вам за просмотр. С вами были Ворона и Банана. Пока, молодые. For all